Всем привет! Сегодня у нас расклад про деньги и изобилие, как вы и просили. Как получить изобилие, что не так делаете, какие ошибки. И сегодня расклад так же, как и предыдущий день, на 2 колодах. На 3 колодах. Нейроведьма и Дед 1, 2 и 3. Все эти колоды — это мои колоды. Почему я так их переназвал? Потому что раньше были другие названия. Аня всегда хотела свою колоду, но не успела. Поэтому я их переименовал: Нейроведьма и Деда номер 1, номер 2 и номер 3. Так, колоды не для продажи. Я не продаю свои колоды. Но вы можете их продавать, зарабатывать на них. Профессиональные макеты, готовые для печати, на Бусти. Там есть, там есть пост, макеты колод. И там 3 макета на все вот эти колоды. В хорошем качестве, так как и должно быть. То есть профессиональные макеты. Не нужно платить типографиям за дизайн, за еще что-то. Просто можно распечатать. Там одна колода вам, $10 максимум, $20. 1000 рублей, 2000 вам обойдется. Можете распечатывать, продавать и так далее. А мы с вами начинаем расклад. Единички. Напомню, что... Что я напомнить-то хотел забыть? Это уж бумажка передо мной стоит с вопросами. С вопросами бумажка всегда передо мной, чтобы я чего-то не забыл, потому что у меня есть такая, фишка, я бы сказал. То, что я все забываю, вечно забываю, куда-то не туда ухожу или увлекаюсь и вообще начинаю потом мораль читать. Хотя я должен быть непредвзят. Итак, карты читаем парно. И первый вопрос: что сейчас творится с твоими финансами и почему? Это сигнификация. У тебя сейчас разброд в голове творится. Ты сейчас мечешься между 2 разными подходами к деньгам. Вот с одной стороны, ты хочешь вкладываться в отношения с мужиком, со своим, покупаешь ему подарки, счета, оплачиваешь, деньги в долг даешь, потому что он не работает практически, или на словах работает, так скажем. И ты давая ему это все, думаешь, что покупаешь его любовь. У тебя в голове не так, не так, потому что эго тебе не позволит это услышать, поэтому я скажу, что ты просто заботишься о нем. А с другой стороны, ты понимаешь, что надо экономить, нужно думать о своем будущем. И этот конфликт внутренний, он и жрет твои финансы. Ты не можешь определиться, тратить на него или копить на себя. В итоге делаешь и то, и другое плохо. Денег на мужика тратишь, ой-ой-ой, сколько. Но недостаточно, чтобы он тебя реально ценил, да? А на себя откладываешь жалкие копейки, которых, ни на что серьезного не хватает. И что самое плохое, ты стала жить как монашка. Отказываешь себе во всем, что там радость приносит. Красивую одежду не покупаешь, в салоны красоты не ходишь, ты больше не путешествуешь. Дома сидишь и копейки считаешь. А он тем временем живет за твой счет и даже спасибо не говорит. Твои финансы, они в хаосе, потому что ты не знаешь, чего ты хочешь. Ты боишься одна остаться, поэтому покупаешь
как сказать, его внимание деньгами, а потом жалеешь о потраченном и начинаешь жестко экономить. Но экономить не на нем. Понимаешь? Не на чем. Ты уже, как сказать, себя загнала в такую яму, что все для него, а для себя ничего. В этом твоя главная проблема. Ты ставишь чужие потребности выше своих. А деньги любят тех, кто в первую очередь о себе заботится, понимаешь? Какие ошибки ты допускаешь, которые блокируют изобилие? Ну, слушай. Одна огромная ошибка. Ты спасатель. Постоянно всех спасаешь. Подруга денег занять до зарплаты просит, ты даешь. Родители просят помочь с ремонтом, ты даешь. Коллега деньги на обед забыл, ты даешь. Ты думаешь, что так ты свою доброту показываешь? Нет, на самом деле ты просто сливаешь свою энергию в никуда. А потом что происходит? Люди тебя начинают пользовать. И, конечно же, долги не возвращают. Подруга отговорки находит, там почему она отдать не может. Родители говорят, ты же дочь, ты обязана помогать. Это ладно. А коллега вообще забывает про твою помощь на следующий день. И ты в итоге остаешься с пустыми карманами и обидой в душе. И мужик, кстати, еще дома. Твоя щедрость, она превратилась в твою слабость. Люди это чувствуют и начинают тебя доить. Им даже в голову не приходит, что ты сказать «нет» можешь. Они привыкли, что ты всегда поможешь, ты всегда дашь, всегда поймешь, и эти еще войдешь в положение. А ты боишься отказать, потому что ты думаешь, они с тобой перестанут общаться. И самое ужасное, ты стала жертвой собственной доброты. Каждый раз, когда кто-то помощи просит, ты прям чувствуешь себя виноватой, если отказываешь. Тебе кажется, что ты плохой человек, но ты не понимаешь. Давая деньги всем подряд, ты лишаешь себя возможности создавать собственное изобилие. Деньги, они должны работать на тебя, а не утекать к тем, кто их не ценит. Пока ты не научишься говорить «нет», изобилия не будет. Что тебе нужно сделать, чтобы деньги потекли к тебе рекой? Вернуться в детство. Вот я тебе объясню. Вот смотри. Помнишь, как в детстве ты радовалась каждой мелочи? Как могла целый день играть с одной игрушкой и счастливой быть? Вот эту радость от простых вещей тебе нужно вернуть. Перестань ждать больших денег и больших покупок. Начни ценить то, что у тебя сейчас есть. И стань жадной к себе. Вот серьезно. Перестань раздавать деньги направо и налево. Даже если, как сказать, вот ты говоришь, у меня не убудет. Вот забудь это все. Перечеркни. Каждую копейку, которую хочешь потратить на других, потрать на себя. Хочешь подруге подарок на день рождения дорогой купить? Купи себе что-нибудь красивое. Коллегу кофем хочешь угостить, да? Угости себя этим, пирожным каким-нибудь. Начни создавать вокруг себя красоту и уют, но не для других, а для себя. Купи там посуду красивую, даже если одна там живешь, да? Если этот мужик, как говорится, отдельно где-то живет. Смени там постельное белье на более качественное, маникюр сделай. Это не трата денег, нет, это инвестиция в себя. Когда ты окружена красотой, ты начинаешь чувствовать себя ценной. И самое главное, перестань тратить деньги на прошлое. Не покупай вещи, которые напоминают о былых временах. Не ходи в те же самые кафе, где там была с бывшим. Не дари подарки людям, которые тебя не ценят. Только потому, что вы раньше там дружили. Живи настоящим. И трать деньги на то, что делает тебя счастливой прямо сейчас. Деньги, они тех любят, кто умеет получать удовольствие от жизни, а не тех, кто живет воспоминаниями или радоваться жизни не умеют. Что изменится, если ты начнешь привлекать изобилие? Знаешь, ты начнешь правильно общаться с деньгами. У тебя, появится внутренний этот стержень.
перестанешь метаться между крайностями, да, то тратить там все подчистую, да, то жестко экономить. Ты золотую середину найдешь между разумными тратами и разумной экономией. Будешь тратить только на то, что важно, и экономить на том, что не нужно тебе. И самое классное, это ты научишься защищать свои финансовые интересы. Когда кто-то просит денег у тебя в долг опять, ты спокойно скажешь «нет». И прям будешь чувствовать себя, как сказать, на высоте, а не виноватый, как сейчас. Когда в магазине будут навязывать дорогую покупку, там, типа вот 2+1, будет 50% скидка, зачем тебе эта третья вещь? Она тебе не нужна даже. Просто ты будешь уходить без вот этой покупки. На работе будут требовать переработки без доплаты, ты будешь отказываться. Ты знаешь, ты станешь как крепость, которую штурмом никто не возьмет. Никто не сможет заставить тебя тратить деньги против твоей воли. Особенно вот эти твои «Черная пятница», 2+1 равно 2, или как там, или 2 вещи по цене, а не 3 вещи по цене 2. Это все ерунда. Тебе третья вещь не нужна, еще раз повторяю. Ты будешь четко знать, сколько ты можешь потратить и на что. И не позволишь никому нарушать вот эти твои планы. Конечно, еще куча завистников появится. Те, кто вот, знаешь, привык за твой счет жить, они начнут злиться, что больше не могут тебя использовать. Будут говорить: ты стала жадной, ты стала эгоистичной, ты стала черствой. Просто не обращай внимания. Это просто значит, что ты наконец-то поставила себя на первое место. И ничего более. Никакой эгоистичной и черствой ты не стала. И когда вот ты научишься беречь деньги, они сами начнут к тебе приходить. Вселенная видит, что ты умеешь с ними обращаться, и доверять будет тебе больше, понимаешь? Новые источники дохода появятся, там премии неожиданные, предложения выгодные. Потому что деньги идут к тем, кто их уважает и ценит. Пойми ты вот это. Раз и навсегда они раздает каждому встречному, поперечному, особенно там мужику своему лишнюю футболку, а себе платьишко купить не можешь. Так, давайте-ка мы с вами перейдем ко второму варианту. Двоечки. Напоминаю, передо мной бумажка с вопросами. Первый вопрос: что сейчас творится с твоими деньгами и почему? Это сигнификация. А у тебя сейчас деньги приходят и сразу с бешеной скоростью уходят. Только вчера зарплату получила, сегодня уже думаешь, куда все подевалось. В голове уже все потратила. То коммуналка, то там машину чинить надо, то зубы лечить. Деньги у тебя, они не задерживаются вообще. Как будто карман дырявый. Что получаешь, то сразу и тратишь. И знаешь, в чем проблема? Не в том, что зарплата низкая. Нет, ты живешь от удачи к удаче. Сегодня премию дали, ты радуешься и тратишь. Завтра штраф прилетел, ты переживаешь и занимаешь. У тебя нет стабильности в финансах, потому что ты сама создаешь вот эти качели. То на всю зарплату там вещи покупаешь, то месяц на хлебе и воде сидишь. Твоя жизнь, она в американские горки превратилась. Неделю ты чувствуешь себя богатой, а потом месяц экономишь на всем. И самое плохое, ты уже привыкла к этому хаосу. Думаешь, что так у всех, что деньги — это вот вечный стресс. Нет, это не так. Ты сама создаешь эту нестабильность своими там спонтанными решениями. И
этот, как его, приложение Wildberries и Озон у себя в телефоне удали. Туда вообще нельзя заходить, иначе ты, как говорится, все туда, все надо. А еще ты не умеешь ловить удачу. Когда вот появляется возможность подзаработать, ты или спишь, или занята ерундой. Подруга предлагает вместе там на каком-нибудь маркетплейсе продавать, да, ты отказываешься. Коллега рассказывает про подработку, ты не слушаешь. Я тебе даже говорю, вот можешь ты на колодах заработать. Девочка вон за один день 100 тысяч заработала на одной колоде. А ты не хочешь. А потом жалуешься, что денег нет. Удача к тебе приходит, но ты не замечаешь, потому что ты думаешь о своих проблемах. Вот ты даже не задумалась, то, что я вам даю уникальные, очень редкие колоды. Не то, что редкие, нет ни у кого. Ты можешь заработать в день вон 100 тысяч. Но это не для меня. А потом думаешь, как говорится, меня жизнь не любит. Какие ошибки ты допускаешь, которые блокируют изобилие? Ну, слушай, ты деньги, как сказать, так зажимаешь, что они задыхаются. Покупаешь все подряд, там экономишь, говорю, наоборот, вот не экономишь. А потом удивляешься, почему жизнь такая серая, унылая. Потому что вот 30 дней в месяц возьмем, да, 30 дней, и один день ты богач, остальные 29 ты, как говорится, бедная. И ты в скрягу еще превратилась. Ты знаешь, ты, как сказать, ты, вот, вот скряга наоборот. Только себе никуда не вкладывай, вот это платьишко купи и так далее. И ты живешь вот как нищая. Хотя вот деньги ты тратишь, но ты как нищая живешь. У тебя, еще раз повторяю, из 30 дней ты богачка, сразу все сливаешь, а потом все, денег нет. И иногда ты, когда что-то реально нужное, ты говоришь, это слишком для меня дорого, я такого не заслуживаю, лучше потерплю. А зато на ерунду, на всякую ненужную ты деньги тратишь. Ты сама себе как бы запрещаешь жить хорошо. Вот как объяснить, не знаю. То есть нужное не покупаешь, а на ненужное деньги у тебя утекают. Даже если можешь себе вот позволить качественную какую-то вещь, ты выбираешь там себе дешевку, а потом еще кучу дешевок вот так вот покупаешь. Вот как объяснить? Вот у тебя есть выбор или купить 10 дешевок, ну неважно, что это, или одну классную. Вот ты выбираешь 10 дешевок, типа вот знаешь, как 2 плюс 1, 2 по цене одного. Ой, 2 по цене, 3 по цене 2. И потом вот это все ломается, вот эти все дешевки. И ты снова тратишь деньги на дешевки, а не на качество. И самое ужасное, ты денег боишься. Тебе кажется, что если у тебя будет много денег, то ты станешь плохим человеком. Или там накопишь, если много, ты станешь Скрудж Макдаком, да? Кощеем Бессмертным, который над златом чахнет. И у тебя в голове богатые люди – это зло. Поэтому подсознательно отталкиваешь от себя вот это все изобилие. И, знаешь, для тебя деньги – это как горячие угольки, в которые в тебя вот дали в руки горячие угольки, а удержать же нельзя долго, да, бросать нужно. Вот у тебя с деньгами точно так же. И когда шанс появляется заработать больше, ты 100 причин находишь отказываться. Ты себе создала тюрьму из страхов и ограничений. Сама себе приговор вынесла – жить бедно. Но деньги не приходят к тем, кто их боится. Они же идут к тем, кто их принимает с радостью и готов ими делиться. И пока ты не перестанешь зажимать, да, это по-другому я не могу назвать, зажимать деньги, они от тебя будут убегать. Что нужно сделать, чтобы деньги потекли рекой?
Четкий план составить и перестать метаться. По-другому тут не протрактуешь. Сядь и просчитай все свои доходы и расходы. Определи, сколько тебе нужно на жизнь, сколько тебе нужно на развлечения, сколько на накопление. И строго вот этого плана придерживайся. Никаких спонтанных вот этих покупок, никаких эмоциональных трат. И научись жонглировать деньгами. Не клади все в одну корзину. Часть откладывай там на какой-нибудь депозит в банке, часть инвестируй, часть трать там на текущие нужды. Научись деньги распределять так, чтобы они на тебя работали, а вот не лежали мертвым грузом и не ждали, пока ты на Wildberries зайдешь. И знаешь, еще очень важно планировать свое будущее финансовое начни. Не живи одним днем. Думай на месяцы, думай на годы вперед. Хочешь квартиру купить, там просчитай, сколько нужно копить. Хочешь машину поменять, начинай заранее откладывать. Свой бизнес открой, изучай вот рынок, составляй бизнес-план. А не такое, мы сейчас без бизнес-плана все начнем. Да ничего ты не начнешь. И самое главное, перестань бояться больших денег. Начни с малого, но думай о большом, понимаешь? Сегодня ты управляешь десятками, завтра тысячами, послезавтра там десятками тысяч, а потом вообще там миллионами. Деньги, они должны расти постепенно, но постоянно, понимаешь? Научись балансировать между тратами и накоплениями. Не экономь на всем подряд, но и не спускай за все вот это за один день. Золотую серединку найди между вот этой скупостью и расточительностью. И трать деньги только на то, что радость приносит и пользу, и экономь на том, что тебе не важно. Что изменится, если ты начнешь привлекать изобилие? Ну, когда отношения с деньгами ты наладишь, у тебя покой появится. Ты перестанешь каждый день переживать о том, что там хватит ли денег до зарплаты. Перестанешь каждую копейку считать и бояться там внезапных трат. У тебя будет подушка безопасности, которая даст ощущение стабильности. Свою жизнь сможешь наперед планировать, понимаешь? Захочешь поехать в отпуск, ты занимать деньги не будешь, а просто возьмешь из своих накоплений. И там ремонт захочешь сделать, не будешь ждать годами, а сразу начнешь. Учиться чему-то захочешь новому, да, ты не будешь отказываться там из-за денег. И знаешь, что самое? Тебе будет грустно от потерь. Ты поймешь, сколько ты возможностей упустила из-за своего страха перед деньгами. То есть вот тебе давали угольки, да, ты их выбрасывала сразу. Сколько ты могла заработать больше, но отказывалась. Сколько раз там инвестировать могла, но боялась. И вот эта грусть по упущенным вот этим шансам, она будет тебя очень долго мучить. И еще ты, кстати, поймешь, что многих людей в твоей жизни держали только деньги. Когда ты перестанешь всех спонсировать и начнешь о себе думать, некоторые знакомые у тебя исчезнут. Те, кто вот привык за твой счет жить, они обидятся и уйдут. Это будет болезненно для тебя, но это ж необходимо. Зато свобода выбора появится. Ты сможешь уйти там с нелюбимой работы, там найдешь лучшую работу. Вот это свое «нет» скажешь токсичным людям, потому что ты не будешь от них финансово зависеть. Понимаешь? Деньги дадут тебе не только вот материальный комфорт, понимаешь, но и эмоциональную независимость. А пока что они у тебя сквозь пальцы, ты их выбрасываешь, вот эти угольки. Давайте перейдем к третьему варианту.
троечки. Что сейчас творится с твоими финансами и почему? Напомню, передо мной бумажка с вопросами, чтоб я чего-то не забыл, куда ты не туда не ушел. Ай, что творится? Мамочка ты для всех вокруг. Всех жалеешь, всем помогаешь деньгами. Подруга с мужем поссорилась, ты ей там на съемную квартиру скидываешься. Сестра там или еще кто не может до зарплаты дотянуть, ты там продукты покупаешь или деньгами даешь. Коллега там еще чего-то, ты ему занимаешь. Ты думаешь, что так ты проявляешь заботу. На самом деле ты просто сливаешь деньги в черную дыру. А потом что? Эти люди привыкают к твоей помощи и начинают требовать еще. И они уже не просят, нет. Они ждут, что ты поможешь. А ты устал уже от этого. Но ты не знаешь, как сказать «нет». Боишься, что обидятся, перестанут общаться, скажут, что ты жадный. Ну ты же родня. Вот так вот, да, знакомая. И самое плохое, ты стала вот как, знаешь, как вот крепость защищается, крепость под осадой. Каждый день кто-то пытается выклинчить у тебя денег. Каждый день ты отбиваешься от просьб о помощи. Ты уже заранее вот напрягаешься, когда видишь, что кто-то хочет с тобой поговорить наедине. Сразу в голове опять денег просить будут. Твои деньги, они в хаосе, потому что ты не умеешь расставлять приоритеты. Сначала ты всем помогаешь, а потом сама без денег сидишь и думаешь, на что жить до зарплаты. У тебя нет четкого плана трат, потому что вот не знаешь, сколько уйдет у тебя денег на помощь другим. А эти другие, они совсем не думают о том, что у тебя там есть свои потребности, свои планы, свои какие-то мечты или нужды. Они видят в тебе банкомат, а не человека. Какие ошибки ты допускаешь? Ну, я по идее сказал уже, да? Ошибки, которые блокируют твое изобилие. Но самое огромное – это раздаешь деньги направо и налево. Ты думаешь, что быть щедрой – это хорошо. Но проблемка знаешь в чем? Щедрость твоя превратилась в слабость. Люди это чувствуют и начинают тебя использовать. В итоге они тебя же и предают. Вот вспомни подругу, которой ты вечно помогала. Оплачивала, помогала кредит, там, еду, одежду даже. Она что сделала? Всем сказала, какая ты плохая, и за твоей спиной над тобой же и смеялась. Понимаешь? А потом, когда ты попросила вернуть долги, она вообще исчезла. Вот, дружба, ай-яй-яй, молодец. И таких историй у тебя куча. Коллега там просил денег, знакомая там детские вещи ей надо было купить. Они все тебя кинули. Но ты продолжаешь делать те же ошибки. И самое ужасное, ты довела себя до полного краха. У тебя депрессия от того, что, как сказать, тебя используют. Нервы на пределе от вот этих постоянных просьб о деньгах. Ты никому ничего не должна. У тебя у самой здоровье сыпется от стресса. А деньги все равно уходят ко всяким разным паразитам. Ты превратилась в дойную корову, которая уже еле на ногах стоит. Вот твоя ошибка в том, что ты боишься показаться плохой. Вот знаешь, если тебе говорят, ты плохая, у тебя срабатывает триггер. Давай я тебя научу со своей точки зрения, как я с этим справляюсь. Меня научила этому Аня, а я тебя научу. Тебе говорят, что ты плохой, плохая, да, плохой человек. Говори, что да, я плохой, и наслаждайся своей вот этой плохостью, понимаешь? Тебе говорят, ты тиран, ты говоришь, да, я тиран, я красавчик, я тиран. Тебе говорят, ты злая и жадная, да, я Кощей бессмертный, хвали меня еще. И Аня меня так натренировала на это, потому что я раньше очень сильно переживал, когда мы только канал открыли.
Я переживал за каждый плохой комментарий. А потом она меня вот этой штуке научила. И мне сейчас, знаешь, интересно, как сказать, приятнее, когда мне говорят, что я злой, плохой, пользуюсь там всем. Я плохой. И еще хвалите меня. Поняла, к чему я клоню? Всегда так делай. Чем ты хуже, то есть тебе говорят, что ты плохая, тем значит ты неудобней для других и удобней для себя. Понимаешь? То есть правильная дорога жизни — это когда тебе говорят, что ты злая, ты жадная. Это значит, ты все правильно делаешь, ты думаешь о себе, о своей жизни. Пойми ты вот это. Если наоборот тебе говорят: ой, ты такая щедрая, ну ты не по той дорожке пошла. Значит, вот этот вот ой, ты такая щедрая у тебя уже на шее сидит. Понимаешь, о чем я говорю? Напиши мне в комментарии, ты поняла, что я до тебя донести хочу или нет? А то я так объяснил сумбурно. Что нужно сделать, чтобы деньги потекли к тебе рекой? В железный кулак взять свои все деньги. Перестать быть мягкой, добренькой, в плане денег. Составь четкий план доходов и расходов. И строго следуй, несмотря на все просьбы, на все мольбы окружающих, никому ничего ты не должна. И радуйся, если тебе говорят, что ты жадная. Прям радуйся. Говори: я жадная. Моя энергия, она должна оставаться у меня, и я ее буду тратить на себя. Как энергию, так и деньги, так и все остальное. Но будет тяжело, конечно, потому что, знаешь, придется тащить на себя ответственность за каждую копейку, контролировать каждую трату, планировать каждую покупку. Это не шутки. Тебе нужно учет всех денег вести, которые приходят и уходят, и не давать себе расслабляться ни на минуту. И очень радоваться, когда тебе говорят, что ты жадная, что ты скряга и так далее. Я скряга, но я своя скряга. Понимаешь? Вот так всегда и всем говори. И если кому-то не нравится, а кого ты держишь? Ты что, за ногу кого-то держишь? Я не понял. Отпусти эту ногу, если держишь. И знаешь, еще тебе нужно научиться по картам работать больше и усерднее. То есть не на работе, я имею в виду, а вот дополнительные источники дохода искать. Подработку, новые навыки изучи, понимаешь? Вот просто так деньги же не придут, нужно пахать, учиться, развиваться и не ждать, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и пришлет тебе $1 миллиард. Самое сложное, тебе придется разорвать отношения с теми, кто привык на тебе кататься. Извиняюсь. Паразитировать. Когда ты скажешь: больше денег не дам, многие исчезнут из твоей жизни. Да, будет больно, потому что ты поймешь, что они с тобой ради денег только общались. Зато поймешь, кто твой друг настоящий, а кто, как говорится, просто пользователь. Что изменится, если ты начнешь привлекать изобилие? Правильно обращаться с деньгами научишься, то в тебе проснется настоящий огонь. Понимаешь, ты станешь энергичной, активной, целеустремленной. Даже бизнес свой, возможно, начнешь. Не будешь больше сидеть дома и ждать, что жизнь сама как-то изменится. Ты действовать начнешь, искать новые источники дохода, развивать свои какие-нибудь навыки, планы строить. И, конечно, ты в лидера превратишься. Станешь той, кто сама принимает решения, а не ждет каких-то указаний от других. Ты научишься управлять не только своими деньгами, но и своей жизнью. Будешь четко знать, чего хочешь, и уверенно к этому идти. Понимаешь? Ты станешь примером для других. Все будут тебе завидовать. Но, конечно, кто будет кататься, еще раз повторяю, будет говорить: ты скряга, ты жадная, ты такая не-не-не. Вот это все. Ты говоришь: да, еще хвалите меня.
Я скряга, я жадная, и я вот из-за этого только и умничка. А вы поднимите свои попки и зарабатывайте денежки, а не катайтесь на мне. Поняла? Поняла ты все. Еще ты поймешь, что деньги — это не зло, это инструмент. С их помощью можно создать там комфорт для себя, для своих близких. Можно путешествовать, можно учиться, можно развиваться. Не деньги цель. Деньги — это инструмент для достижения цели, не более того. Понимаешь? И помни, что дед всегда рядом и плохому не научит. Поэтому сейчас подойди к зеркалу и скажи: «Я умничка, потому что я жадный и никому денег не дам».